Ола, Барселона! Отдыхаем вообще. Минимум ценных вещей и все держать при себе. В одной части камень темнее, в другой светлее. Let's go! Ола, Барселона! Я прилетела. Забрала свой багаж, и он даже в порядке, оба на месте. Палки тоже, я очень переживала. Ребята, вы же еще не знаете, я летела бизнес-классом из Стамбула в Барселону. Господи, это было как во сне. Как это случилось, даже не спрашивайте. Это, как всегда, мое ВСМЖ просто фантастическим образом. Во время посадки мне поменяли место и посадили в бизнес-класс. Я не знаю, как это работает, это моя вселенная. Я в предвкушении, ребята. Of my trip, so could you be my movie star? It's very hot here, and we're gonna swim. Let's go! Ну вот, мы пришли к Лауре. Сейчас покажу, где она живет, куда я заселилась. Yes, I remember that you like clean people. So romantic here, you know? It's very nice. Yes, and my room here. Up. Great. We'll have a rest. Отдыхаем вообще. Later that night. Смотрите, какого человека я нашла на каучсерфинге. У Лауры есть даже соковыжималка. Мы выжимаем соки с утра, апельсиновые. Сейчас будем делать смузи с папайей. Hola, amigos! Ну что, я в Барселоне. Сегодня у нас план такой. У меня есть день на то, чтобы проделать свои дела. Первое, что мы делаем, мы идем в банкомат снять деньги, кэш. Сейчас мы снимем деньги, потом пойдем найдем креденциаль. В общем, в собор, пойдем в старый город, там погуляем. Заодно возьмем паспорт пилигрима в кафедральном соборе. Потом, что мы еще должны сделать? Должны купить билет на завтра в Бильбао и оформить сим-карту. Вот что мы сегодня будем делать. Лаура дала мне очень ценный совет. Мы подошли к банкомату, она говорит: зачем ты будешь сейчас снимать 200 евро, я планировала снять, и будешь ходить весь день по городу с этими деньгами. Давай лучше сделаем это вечером или там, перед тем, как зайдем домой. И это очень правильное решение, потому что вообще в Барселоне небезопасно в этом плане. Очень много карманников, как говорят сами местные, поэтому лучше минимум ценных вещей и все держать при себе и быть очень внимательными. Только в Барселоне так, поэтому вот здесь вот так. Это знаменитая Саграда де Фамилия, которая строится уже 100 лет. Мы живем рядом с ней, Лаура, точнее, живет рядом с этим большим храмом. Он потрясающий, очень большой. Интересно то, что так как он строится уже больше 100 лет, то, например, вот в одной части камень темнее, в другой светлее, потому что первая построена там 100 лет назад, а вторая строится сейчас, поэтому они вот такие вот разные. Что-то современно выглядит, а что-то очень старое. Прикольно. Внутрь я решила не заходить, иду дальше гулять просто по городу сегодня. Запах здесь потрясающий. Нам подсказали, что вот в этой церкви здесь вот можно будет сделать креденциаль, поэтому мы идем сейчас внутрь. I follow you. Посмотрим, кто нам здесь может в этом помочь.
Pues no lo sé. Vayan a la sacristía, Sí, al fondo a la derecha, vale. y allí hay un timbre, llaman y allí les informarán seguramente. Porque yo no sé. Не здесь. No? We have to go to another church. Iglesia de San Jaime. Next one. Okay. It's a kind of quest. We have to find Gincana. Yeah, credential quest. Когда мне говорят про Испанию, я представляю себе именно вот такое место. Посмотрите на эту улочку. Узкую, с магазинчиками. Правда, это прям совсем туристическое, но очень похоже на прям с такими вот балкончиками милыми, маленькими. Я в Испании. И наша попытка номер 3. Вот эта церковь. Не очень похожа на церковь в плане, что не видно часовни. Но здесь должны дать мне креденциаль. He says, how many do you want? I didn't say anything, I say, how many do you want? ¿Sabes cómo va? Yes, right. Do you know how it goes? Or Yes, from Bilbao Sí. to, yes. Aquí están todos los caminos. Yeah, I need this. What do I need? Estos tus datos personales. so that's your details. Aquí nada. I'll help you complement. Okay. Aquí te lo sellan allí. You don't put anything. Esto se lo sellan allí en Santiago. Okay. Esto como ya está comprado en esta iglesia. Y después cuando empieza a caminar, primer sello. Yeah. So when you start walking, you get the first. Cuando llega al albergue, el otro. On the first albergue, you get another stamp. Y así. So every place you go, you get a stamp. This is a stamp from this church, Sácame, dígame. and then you collect stamps from. Hola, hola. Yes. And Pues here nada, aquí. you get it. You get a stamp when you get to Santiago de Compostela. Yes. Not before. Yeah. Sí, hombre, tranquilo. Все, Pues gracias. сдача. Gracias. We got it. Thank you. Ну что, вот я заполнила свою креденциаль. Здесь пишется имя, данные паспорта, домашний адрес, город, откуда ты стартуешь, и ты идешь либо пешком, либо на велосипеде, на лошади или вплавь. Здесь будет конечный штамп стоять уже в Сантьяго де Компостеле. А это первый штамп, который я получила здесь. Ну, это штамп этой церкви, где я получила свой креденциаль. Это собор Святого Креста и Святой Евлалии. Мы устали. Мы прошли всего лишь... We walked about 7 kilometers. Здесь так красиво играет испанская музыка. Сели посидеть, отдохнуть. Очень сложно в воскресенье в центральной части города найти сим-карту, но мы нашли вот такой небольшой киоск. В общем, здесь только одна опция была, это 5 евро стоит сим-карта, на которой тебе дается 7 гигабайт за 15 евро. И плюс 10 гигабайт тебе дарит компания в подарок. Сейчас у них такая акция идет. Итого 17 гигабайт на месяц за 20 евро. Это, конечно, слишком много, потому что мне столько не надо, но у них нет другой опции. Поэтому пришлось потратить 20 евро на сим-карту. Но буду много снимать и выкладывать, общаться в сети. Мы пришли в место местное, которое очень хотела мне показать Лаура. И мы ждали здесь очень для того, чтобы посидеть в баре. Мы будем пробовать испанское национальное блюдо. Очень национальное испанское блюдо. Это запеченная картошка с майонезом и с томатным соусом и с хлебом. Еще одна интересная штука об Испании. Я зашла купить бананов, и я всегда рассчитываюсь картой. Вроде в магазинах можно рассчитаться картой, но это небольшой такой маркет. И
он назвал сколько-то там центов, видимо, это было меньше 1 евро. И я говорю, я можно считать картой? И он смотрит на меня такими глазами. Card? No! Оказывается, у них должна быть, я так не поняла, какая минимум сумма, но, видимо, больше, чем евро, чтобы рассчитаться картой. В ином случае, если это меньше евро, то ты должен оплатить наличкой. Потому что хозяин сказал, что то есть он отдает банку минимум евро за транзакцию. Значит, он заплатит больше, чем я ему заплатила за банан.